Всем привет, дорогие друзья и гости канала! Сегодня у меня для вас кое-что необыкновенно вкусное. Нежный паштет из куриных сердечек с яркой сочной вишней. Сочетание кажется неожиданным, но вместе они создают невероятный вкус, перед которым невозможно устоять. Приступим к приготовлению. Все ингредиенты и подробное описание находятся под этим видео. Для начала подготовим куриные сердечки. Хорошо промойте их и поставьте вариться. Добавьте лавровый лист, соль и душистый перец. Варите до полной мягкости, это важно. Пока сердечки варятся, займемся овощами. 2 крупные луковицы нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке. Чеснок измельчите. Лук и морковь обжарьте на растительном масле до готовности. В конце добавьте чеснок. Сварите яйца и очистите их. Когда сердечки сварились, срежьте все лишнее. Нам нужна только мягкая часть для паштета. В чашу блендера отправьте обжаренные овощи, размягченное сливочное масло, отварные яйца, сливки и немного бульона от куриных сердечек. Добавьте соль, перец и любимые специи. У меня это сухой чеснок и овощная приправа. Сверху, в последнюю очередь, выложите сердечки. В такой последовательности блендеру легче работать. Обычным блендером тоже можно перемолоть. Все хорошо пробейте до однородного состояния. Паштет, можно сказать, готов. Для разнообразия часть паштета я решила оформить порционно, в одноразовых прозрачных стаканчиках. Они всегда смотрятся красиво и празднично, а еще это очень удобно. Отсаживаю паштет при помощи кондитерского мешка примерно до половины стаканчика. Основную массу сделаю в большой керамической форме для домашней подачи. Аккуратно разравниваю и убираю в холодильник на 1 час. Основную массу выкладываю в керамическую форму, также разравниваю и отправляю в холодильник. Переходим к приготовлению вишневого конфи. Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания. Вишню без косточек переложите в сотейник и поставьте на огонь. У меня была замороженная. Добавьте сахар, гвоздику, щепотку соли, перец и бальзамический соус. Перемешайте и дайте прокипеть 2 минуты. Пусть вишня немного остынет и добавьте набухший желатин. Перед нанесением на паштет вишневая заливка должна быть охлажденной.
Аккуратно разлейте заливку по порционным формочкам и в общую форму. Уберите в холодильник до полного застывания. Получается очень красиво, а сочетание вишни и паштета необыкновенно вкусное. Подавайте так, как вам нравится, на брускеттах, тостах или в порционных стаканчиках. Я показала свой вариант, а еще сделала несколько маленьких брускет. Получилось очень эффектно. Паштет с вишней получился просто волшебный. Нежный, яркий, ароматный, с легкой кислинкой. Спасибо, что были со мной. Как вам такая идея? Напишите в комментариях и не забудьте подписаться. Дальше будет еще интереснее. До встречи на кухне!